Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас третье занятие по теме степень с натуральным показателем. И рассмотрим мы сегодня умножение степени. Давайте сначала вспомним, что такое степень натурального числа. Предположим, у нас есть двойка в третьей степени. Мы с вами помним, что у нас двойка – это основание степени, а тройка – это показатель степени. То есть тройка нам показывает, какое количество раз двойку мы должны умножить саму на себя. То есть в данном случае это получается 3 раза. То есть нам нужно 2 умножить на 2 и умножить на 2. Допустим, у нас есть двойка в четвертой степени. Что необходимо сделать? Четверка нам показывает, что двойка умножается сама на себя 4 раза. А если усложним, предположим, что нам нужно 2 в третьей степени умножить на 2 в четвертой степени. Ну, давайте вернемся к тому, что мы умеем. Пока мы не знаем никаких свойств, но мы умеем и знаем, что такое 2 в третьей степени. 2 в третьей степени – это 3 одинаковых множителя. То есть 2 умножить на 2, умножить на 2 и умножить на 2. 3 раза. Переборщила с одной двойкой, но как раз нам нужно еще добавить 4 двойки. Умножить на 2, умножить на 2 и умножить на 2. 4 раза. А что по сути у нас получается? Посмотрите, ведь множителей одинаковых у нас стало теперь 3 и еще 4. То есть мы получили 2 теперь в седьмой степени. Предположим, что нам нужно упростить другую запись. Допустим, теперь перейдем к буквенному выражению. А пускай будет во второй степени и умножить на А в пятой степени. Еще раз, да, что такое показатель степени? Двойка. Двойка нам показывает, что А нам необходимо умножить саму на себя 2 раза. А пятерка нам показывает, что А нужно умножить саму на себя 5 раз. Но мы знаем, если у нас произведение везде стоит, мы просто скобки можем опустить. И у нас тогда получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 множителей. То есть мы с вами получили 2 сначала было множителя одинаковых, а потом пятерка, 5 множителей. И мы получили А в седьмой степени. То есть, если мы перейдем еще к более глубокой записи выражения, А в степени m умножить на А в степени n. Это что оно из себя представляет? Оно из себя представляет произведение двух степеней с одинаковым основанием. Если мы распишем это произведение, давайте распишем, что у нас получается? У нас получается, мы m раз будем умножать А само на себя, и, соответственно, n раз мы будем умножать А тоже само на себя. То есть в результате у нас получается, что множителей становится теперь, смотрите, было m, да еще n добавилось, m плюс n множителей. А в степени m умножить на А в степени n равно степени с тем же самым основанием и показателем, равным сумме показателей перемножаемых степеней. И мы получаем с вами первое свойство. Это свойство будет выглядеть вот в таком виде. Если А умножается если А в степени m мы умножаем на А в степени n, нам достаточно показатели просто-напросто сложить. То есть для любого числа А
и произвольных натуральных чисел m и n, а в степени m умножить на а в степени n будет равняться а в степени m плюс n. Итак, давайте с вами отработаем только что полученные знания. Нам нужно представить произведение в виде степени. Посмотрите, у нас одинаковые основания 0,2 и 0,2. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо основание оставить прежним, а показатели сложить. То есть у нас получается 0,2, 3 плюс 2 складываем, и выходит, что 0,2 будет в степени 5. Дальше. Смотрите, минус 3 в четвертой степени умножить на минус 3 в шестой степени. Вроде бы как основание одинаковое, но мы же можем сразу с вами еще и проработать прошлые, да, знания. То есть, глядите, у нас минус 3 в четной степени и минус 3 тоже в четной степени. А мы помним, если у нас отрицательное число в четной степени, то минус просто-напросто убирается. И что у нас тогда получается? Ну, почему убирается? Помните, да, если у нас пара отрицательных чисел, эта пара дает нам просто положительное число. Значит, мы получаем 3 в четвертой степени умножить на 3 в шестой степени. А это будет 3 в десятой степени. Потому что основание мы оставляем прежним, а показатели складываем. Следующее. Х в двухтысячной степени, х в трехтысячной степени. Основание сохраняем, а показатели складываем. 2000 плюс 3000 получается 5000. 0,4 умножить на 0,4. Только первый множитель в пятой степени, второй в 25 степени. Значит, еще раз, основание мы оставляем прежним, а показатели складываем. У нас получается 0,4 в степени 30. Следующее. Минус 5 в степени 99 умножить на минус 5. Обычно и всегда мы не указываем одну единственную степень. Это единицу. Потому что и так понятно, что минус пятерка у нас одна. Если она у нас одинешенька, значит мы пишем, что это 1. Либо подразумеваем, что это 1. Чаще мы не указываем единичку. Только на начальных этапах мы еще ее пишем. А так, в принципе, мы просто уже привыкаем и отрабатываем без нее. И значит, что у нас получается? Минус 5 в 99, минус 5 в первой. Показатели складываются. И у нас получается 99 плюс 1 это сотая степень. И я предлагаю все-таки расписать дальше до конца. Хоть у нас и написано просто «представьте произведение в виде степени». Но что мы понимаем? Мы понимаем, что сотая степень у нас четная, соответственно, минус уберется. И мы тогда получим просто 5 в сотой степени. Следующее c по аналогии с минус пятеркой. c у нас тоже в первой степени. Основание сохраняем, показатели складываем. 1 плюс 437 получается 438. То есть у нас выходит, что c в степени 438. Дальше. Это свойство действует не только для двух множителей. Это свойство действует для любого количества множителей. Их может быть 3, их может быть 5, их может быть 10. Любое количество одинаковых множителей, да, с одинаковым основанием позволяет нам использовать это свойство. Значит, у нас тогда получается а в какой степени? Считаем. 9 плюс 1 – 10, 10 плюс 30 – 40, и 40 плюс 3 а будет в 43 степени. Следующий множитель у нас pq. Посмотрите, если бы у нас относилась степень чисто чисто к букве Q, тогда не было бы скобки. А здесь у нас пятерка идет прямо к множителю bq, да, pq, к целому. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите на интересный множитель pq в нулевой степени. Вспоминаем предыдущее занятие и помним, что любое число в нулевой степени нам всегда дает единицу. Значит, этот множитель 1, мы можем вообще на него не обращать никакого внимания. Единичка здесь.
Почему не обращать внимания? Ну, потому что число умножить на 1 мы получаем само число. Тогда у нас остается основание ПQ, а показатели 5 плюс 6 – 11, 11 плюс 8 – 19. Мы получаем ПQ в 19 степени. Дальше. Дальше у нас следующий множитель px минус y. У нас множителем может быть что угодно. Это может быть число, это может быть какая-то одна буква, это может быть, вот как мы видели только что, произведение. И, соответственно, это может быть просто сумма. Да? Вот здесь вот у меня сумма все-таки нужно исправить. И у нас тогда получается 2х плюс y в степени 4, 1 и 3. Складываем показатели. 4 плюс 1 – 5, 5 плюс 3 – 8. И у нас получается 2х плюс y в 8 степени. Дальше. Следующее справа столбик «Простить выражение». Посмотрите тоже на такой нюанс. У нас есть вот здесь вот буквы, да, АМ, минус А квадрат, а между ними не стоит никакого знака действия. В математике это нормально. В математике не всегда, вы знаете, особенно не всегда указывают знак умножения. Сокращают, то есть сокращают время записи. Можете на начальном этапе для себя, чтобы вам реально глазами было удобно привыкнуть, чтобы вы могли видеть, можете для себя проставить эти знаки умножения. Но потихонечку привыкайте и понимайте, что здесь везде стоит умножить. И что значит умножить? А в первой степени на А в степени m и на минус А во второй. Вроде бы как основания не везде одинаковые. Первое основание это А, второе А, третье минус А. Но что мы можем сделать? Посмотрите, я пока перепишу два первых множителя. Минус А во второй степени. Показатель степени четное число. Четное число всегда показатель съедает. И тогда мы получаем А во второй степени. Теперь нам необходимо показатели все сложить. 1 плюс m плюс 2. И что у нас выходит? От перемены мест слагаемых сумма не меняется, поэтому единицу двойку мы можем сложить. И у нас получается 3 плюс m. Так и остается. А в степени 3 плюс m. Дальше. c в степени k, c в первой степени, минус c в квадрате, c в степени k минус 1 и c в кубе. Давайте я проставлю везде знаки умножения, чтобы мы глазами это увидели на начальном этапе. Нам было удобно считать. Обратите внимание на третий множитель. В третьем множителе двойка, да, степень, показатель степени, никакого отношения к минусу не имеет. Двойка стоит только возле c. c в квадрате. Минус сам по себе. Поэтому что мы можем сказать? Мы можем сказать, что мы получим в результате отрицательное значение. Потому что все положительные, только один отрицательный. Плюс на минус дает на минус. Что мы делаем дальше? Основание оставляем прежним, показатели складываем. Давай я их последовательно запишу, чтобы не допустить ошибку. К плюс 1 плюс 2 плюс К минус 1 и плюс 3. Единица и минус единица взаимно уничтожаются. Минус С. К и плюс К у нас две штуки, да? Корова плюс корова получается 2 коровы. 2 плюс 3 получаем 5. И у нас выходит минус С в степени 2К плюс 5. Дальше. От перемены мест множителей произведение не меняется. А у нас везде произведение. Посмотрите, 2 умножается на х в квадрате. Потом все это умножается на y в кубе. Четверка умножается на х умножается на y квадрат. И минус у нас опять один единственный, один-одинешенек. Поэтому мы его переносим вперед. К чему было сказано, что от перемены мест множителей произведение не меняется? Х умножаем на 2, да? Давайте я подробно запишу. Значит, я соберу сейчас множители одинаковые рядышком. Двойка и четверка. Дальше у нас х квадрат и х. Потом y куб и y квадрат.
А теперь мы применяем свойства степени произведения, да? Но минус двойку и четверку мы просто умножаем саму на себя, это получается минус 8. Теперь посмотрите, вот у нас х квадрат умножить на х в первой, это получается х в третьей степени. И y в третьей степени умножить на y во второй, основание оставляем прежним, показатели складываем. То есть получается y в пятой степени. То есть минус 8х в кубе, y в пятой степени. Дальше действуем аналогично. Посмотрите, числа собираем с числами, одинаковые буквы с одинаковыми буквами. Только давайте посмотрим сначала на минусы. Смотрите, первое у нас минус c в пятой степени. Пятая степень. Степень нечетная, значит, мы получаем здесь в результате минус. И у минус шестерки у нас тоже минус. А минус умножить на минус дает плюс. То есть в результате произведения мы получаем положительное. Теперь 1/6 умножаем на 6. c в пятой умножаем на c в первой. d в первой умножаем на d в первой. К в первой умножаем на k в третьей. Давайте перемножим все это. 1/6 умножить на 6. Это два взаимно обратных числа, которые в произведении дают нам единичку. Кто плохо об этом помнит, значит, что нам нужно? Чтобы умножить дробное число, нам нужно это число умножить на числитель, то есть нам нужно единичку умножить на 6, получаем 6/6. А 6/6 это единица. Единицу обычно мы впереди не пишем. Дальше. c в пятой степени и c в первой. Основание оставляем прежним, показатель складываем. Получается c в шестой. d в первой и d в первой это будет d в квадрате. И k в первой, k в третьей, это получается k в четвертой. Хорошо, давайте пойдем дальше. 2 в четвертой степени плюс 2 в четвертой степени. Главное здесь не попутать, что у нас стоит не произведение. Здесь стоит одинаковое количество, здесь стоят одинаковые слагаемые. А мы помним, да, что одинаковые слагаемые, если давайте я вот здесь вот на черновике напишу, если у нас, допустим, а плюс а, одинаковое количество слагаемых мы заменяем всегда умножением. То есть, сколько одинаковых слагаемых? 3 умножаем на а. Сколько одинаковых слагаемых? 2 умножаем на 2 в четвертой. Первая двойка нам показывает, какое количество слагаемых, а вторая, 2 в четвертой степени, второе число, нам показывает, какие были, точнее, эти одинаковые слагаемые. Ну и что в результате мы получаем? 2 умножить на 2 в четвертой. Здесь у нас единичка, и мы получаем 2 в пятой степени. Не путайте, свойства степени произведения никакого отношения к сумме не имеет. Здесь мы просто применяем правило умножения. Если у нас есть одинаковое количество слагаемых, мы можем записать более коротко, то есть указать количество этих слагаемых и умножить на само слагаемое. Дальше. А здесь у нас уже произведение 2 в степени m умножить на 2 в степени m. Значит, мы получаем 2 в степени m плюс m, то есть 2 в степени 2m. Аналогично, как было и с двойкой. Посмотрите, какое количество у нас одинаковых слагаемых. 3 штуки. 1, 2, 3. Соответственно, 3 слагаемых. Каких? 3 во второй степени. А теперь мы можем упростить. Тройка у нас в первой степени. 3 в первой умножить на 3 во второй. Получаем 3 в третьей степени. Ну и последнее у нас получается 3 в степени k плюс k плюс k. Корова плюс корова плюс корова. У нас получается 3 коровы. Одна буква К, вторая буква К и третья буква К. Давайте закончим. Пойдем дальше, дорешаем уже задания, которые у нас остались. Запишите выражение А15 в виде произведения с основанием двух степеней. Что такое А в 15 степени? Давайте
я запишу а в 15 степени. Нам нужно с основанием двух степеней. То есть нам нужно а умножить на а. Ну, в какой степени мы можем взять? Ну, 15 мы можем разбить на два каких-то слагаемых. Пускай это будет слагаемое 7 и слагаемое 8. Вот у нас получается две степени. Трех степеней а умножить на а и умножить на а. Что получается? 3 степени. Ну, давайте возьмем одинаковые. 15 разделим на 3, получается 5, 5 и 5. То есть получается, что а в 15 степени мы можем разбить на таких 3 множителя 4 степеней. Получается давайте возьму в первой, допустим, а в третьей, а в четвертой. И что нам остается? Так, 1 плюс 3, 4, 4 плюс 4 это 8, и до 15 нам остается семерка. Мы записали с 4 степенями. Имеются ли другие варианты решения этих задач? Да, и их очень много. Для двух степеней, например, мы можем взять а в нулевой степени умножить на а в 15. Без проблем, потому что 0 это тоже степень. Можем, например, а в первой степени на а в 14. И так можно перебирать количество слагаемых, которые в сумме нам дают 15. То же самое можно сделать и для 3 степеней, и для 4 степеней. Хорошо, давайте посмотрим теперь на правую часть. Нам нужно записать в виде степени выражение, равное данному. То есть, давайте попробуем разложить. Мы понимаем, что мы понимаем? Мы понимаем, что четверка – это двойка в какой степени? Во второй. Восьмерка. Что такое восьмерка? Это дважды, дважды, дважды. То есть двойка в кубе. Тогда мы получаем 2 в 5 степени. Записали в виде степени? Записали. Идем дальше. Тройка. Но мы видим, что 27 и 9 это все числа кратные 3. То есть тройка это 3 в первой степени. 27. Что такое 27? 27 это трижды, трижды и трижды. То есть это тройка в третьей степени. А что такое 9? Это 3 в квадрате. И получаем 3. 1 плюс 3 – 4. 4 плюс 2 – 6. 3 в шестой степени. 16. Я еще помню, вам на первом занятии говорила, что степени двойки хорошо бы выучить. Что такое 16? 16 это 2 в четвертой степени. Двойку так и сохраняем. 2 в первой степени. А 32 это 2 в пятой степени. Складываем показатели. Основание оставляем прежним, показатели складываем. 4 плюс 1 – 5. 5 плюс 5 получаем 10. Ну и последнее, 25. Это 5 в квадрате. Эту пятерку оставляем, мы ничего с ней сделать не можем. И 125 это 5 в кубе. Если мы не знаем и не помним, что это, давайте вспомним. Мы с вами делили 120 разделить на 5. 10 делим на 5 по 2. 25 делим на 5 по 5. 25 на 5 – 5. И 5 на 5 – 1. Вот они, наши 3 пятерки. Получаем 5 в третьей степени. Значит, основание оставляем прежним, показатели складываем. Двойка плюс тройка это будет 5. 5 плюс 2к. 5 плюс 2к. То есть пятерка в степени 5 плюс 2к. Итак, давайте еще раз подведем итог. Для любого числа а и произвольных натуральных чисел m и n, если нам необходимо произвести произведение двух одинаковых оснований, да, с разными степенями, они могут быть не обязательно разные, это могут быть одинаковые, кстати, степени. Например, а в пятой степени на а в пятой степени. Все равно мы основание оставляем прежним, а показатели складываем. Ну, единственное, что мы сумму не оставляем в таком виде, мы же можем 5 плюс 5 сложить, поэтому получается а в 10 степени. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. В следующий раз мы с вами разберем деление степеней, а вы пока отрабатываете умножение, запоминайте те правила, те свойства, которые мы с вами рассматривали. Ставьте лайк,
Буду благодарна за лайк. Ставьте напоминания, чтобы не забыть, когда выйдет следующее, чтобы сразу получили следующий урок. Ставьте, подписывайтесь, знакомьтесь, делитесь со своими друзьями, одноклассниками, ну и со всеми, с кем пожелаете нужным. Была рада поделиться с вами информацией. До скорой встречи. Пока-пока.